Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный, сочный, влажный и эффектный торт «Мадрид». Торт получается очень сочным, пропитанным, влажным. Торт нравится как взрослым, так и детям. Съедается он просто мгновенно. Настолько он вкусный. И очень важно в этом торте, что он готовится быстро и не требует долгого времени на пропитку. То есть этот торт реально приготовить полностью за час. И сначала приготовим основу для него: мега влажный, сочный шоколадный бисквит. 300 грамм муки, 80 грамм какао-порошка. Какао-порошок у меня не алкализованный. И 6 грамм пищевой соды. Именно я здесь не разрыхлитель использую, а пищевую соду. Перемешала все, отставляю в сторону. 4 яйца среднего размера, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара или ванильный экстракт можете использовать. Разбиваю сейчас просто яйца в меланж и добавляю туда 340 грамм сахара. Взбиваю примерно 5 минут всю эту массу, больше взбивать нет смысла. Добавляю туда 120 грамм растительного масла без запаха, 240 миллилитров молока комнатной температуры. Все просто перемешиваю. Рецепт до крайности простой. Просеиваю туда сейчас всю сухую смесь. Замешивать также все это буду миксером. Духовка у меня уже разогрета на 150 градусов Цельсия. Выпекать будем на такой низкой достаточно температуре. Сейчас также перемешиваю все это миксером. Ничего здесь лопаткой перемешивать не нужно. Это не бисквит. Если вы захотите маленький такой испечь пирог, вы можете взять вдвое меньше ингредиентов и форму взять круглую 18-20 см в диаметре. 200 мл кипятка добавляю туда и все сразу перемешиваю. И добавляю туда 1 столовую ложку уксуса, 5-9% можно уксус брать. Уксус добавляю в самом конце, чтобы было как можно меньше этих пузырей. Вот такое жидкое тесто получается. Форма здесь у меня прямоугольная, 28 на 18 сантиметров. Выпекаю в заранее разогретой духовке при температуре 150 градусов Цельсия на среднем уровне, режим вверх-вниз без конвекции, примерно около 1 часа. Проверяю деревянной шпажкой, чтобы она выходила сухая и чистая. Пока печется бисквит, сразу готовлю клубничное пюре. Пробила блендером 450 грамм размороженной клубники без сахара пюре. Сок половины лимона также туда добавляю. И отправляю эту смесь на плиту и довожу ее сейчас до закипания, чтобы она еще не кипела у меня. А тем временем я приготовлю крахмальную смесь. 40 грамм кукурузного крахмала, 100 грамм сахара. Сахара добавляйте по вкусу. Возможно, вы любите послаще, тогда нужно будет больше сахара добавить. И 70 грамм холодной воды. Все это я сейчас перемешиваю и иду уваривать всю эту смесь. Клубничное пюре у меня уже практически закипело, и я отправляю туда тонкой струйкой, помешивая в центре ковшика всю крахмальную смесь. Сейчас в посуде с толстым дном при непрерывном помешивании на умеренном огне я довожу всю эту смесь до кипения. Как только пойдут первые пузыри, первые признаки кипения, я провариваю эту смесь еще примерно 30 секунд. Она начнет густеть, становиться более яркой, прозрачной, и снимаю ее с огня. Я переливаю всю эту смесь в ту емкость, где она у меня будет остывать, до такого достаточно холодного состояния, можно сказать, до такой прохладной комнатной температуры. Накрываю ее обязательно пищевой пленкой в контакт, чтобы она не заветривалась. Бисквит у меня испекся, я сразу же, как только могу до него дотрагиваться, извлекаю его из формы,
Выпекался он примерно около 1 часа у меня. Сейчас сразу, еще в не до конца остывшем виде, нарезаю его на коржи. Практически без крошек он нарезается. Вот такой он влажный, его видно, как я его беру в руки. И он не требует пропитки даже. Как только вот его испекли, если он у вас сутки полежит в холодильнике, тогда нужно будет пропитывать. Разрезаю на 3 коржа. Шапочку я не использую здесь. Вы ее можете использовать вместо шоколада, вот на обсыпку торта брать ее. Итак, приготовлю сразу крем. 300 мл охлажденных сливок для взбивания, 100 г сахарной пудры, 16 г ванильного сахара. Также добавляю туда 250 г охлажденного сыра маскарпоне. Сливки должны быть не менее 30% жирности, сливки для взбивания я имею в виду. И 300 г охлажденного творожно-сливочного сыра. И все это сейчас взбиваю до устойчивых пиков. Сырная масса взбивается очень хорошо, густеет крем хорошо. Сразу переложила крем в кондитерский мешок. Если у вас нет кондитерских мешков, вы здесь можете использовать, конечно же, и мешки для замораживания продуктов. Они очень прочные, они не рвутся, и тоже из них можно работать. Делаю вот такие лабиринты, так называемые. Очень красиво будет потом смотреться начинка в разрезе. Если вам этот крем покажется очень дорогим или небюджетным, я, конечно же, ссылку на более бюджетный крем оставлю вам в описании. Немецкий пудинговый крем, я его использовала не так давно в торте Вацлавский. Он очень подходит тоже и к этому торту и готовится без сливок и без сыра. На сливочном масле заварной крем, тот готовится даже без добавления яиц, тот крем заварной. Сейчас также в промежутке между сливочным кремом я отсаживаю клубничную начинку. Это тоже, естественно, делаю только из кондитерского мешка. Вместо клубники вы можете здесь использовать вашу любимую ягоду. Малина здесь очень хорошо подойдет. Вишни, красную смородину можете брать вместо этой ягоды. Если у вас ягода кислая, не забывайте о том, что при приготовлении ягодного пюре нужно будет добавить туда, конечно же, больше сахара, по вашему уже вкусу. Можно здесь также использовать и ананасовую, какую-то более экзотическую начинку. Все на ваше усмотрение. Я здесь использую клубнику, потому что такой торт съедается молниеносно просто. Не требуется никакого желатина. Стабилизируется очень быстро торт. Также и по бисквиту. Смотрите, какой влажный бисквит. Его видно, как я его беру в руки. Если вам этот бисквит покажется слишком длительным в приготовлении, или вы сомневаетесь в его вкусе, но вкус бомбический у этого бисквита. Он просто очень готовится. Это шоколадный бисквит на кипятке. Если вы захотите приготовить свой какой-то любимый бисквит, вы, конечно, здесь можете его использовать. Если вы захотите сделать маленький, допустим, круглый тортик, 20 см в диаметре, 18-20 см, вы смело можете все продукты уменьшать вдвое, то есть брать вдвое меньше всех ингредиентов и на выпечку, и на начинки, и приготовить все это просто в маленькой круглой форме. Все на ваше усмотрение. Как я уже сказала, торт практически не требует времени на пропитку. Буквально на час я его сейчас буду убирать в холодильник, чтобы просто он слегка стабилизировался. Отсаживаю из остатков крема и остатков клубники вот такие украшения. Здесь у меня покупной шоколадной стружки, примерно 100 грамм. Вы можете здесь также использовать шапочку от бисквита, оставшуюся для посыпки торта. И посыпаю здесь кокосовой стружкой. Можете кокосом не посыпать, все на ваше усмотрение. Кокос очень хорошо сочетается во вкусе с начинкой. Украшаю здесь веточками розмарина. Можете тоже их не брать, не использовать. Как вам самим понравится. Во вкусе, конечно, это не будет ни в коем случае чувствоваться. Здесь его используем просто для декора. Посыпаю такими нарядными праздничными посыпками кондитерскими. И, в принципе, торт мой уже готов. Нарезается он очень хорошо крупным горячим ножом. Такой торт. Сухим ножом. И вот такой эффектный, очень яркий разрез у него получается. Шоколадный бисквит мега влажный в этом торте. И сами начинки тающие просто во рту.
И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.